Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодняшний ролик очень короткий и простой, будет полезен новичку и опытной вязальщице. Покажу набор петель на спице, который формирует красивый и аккуратный фабричный край, прекрасно держит резинку и здорово смотрится в любом вязаном изделии. Такой способ – настоящая палочка-выручалочка. Я расположила нить таким образом, что нить с большого пальца уходит к краю начала. Здесь у меня запас для набора петель. Нить по указательному пальцу идет к клубку. Набираю петли я на спице номер 5. Вы отталкиваетесь от своего изделия. Располагаю нить таким образом и набираю первые 2 петли классическим способом. Завожу спицу сверху, далее подхватываю нить от большого пальца, ввожу спицу снизу вверх и подхватываю нить от указательного пальца. Завожу спицу точно так же снизу вверх. Далее возвращаюсь в петлю, которая образовалась около большого пальца, сверху вниз. Затягиваю. Первые 2 петли набраны. Далее проверяю от большого пальца отрез нити. По указательному нить идет к клубку. Набирать буду петли 2 способами, чередуя их. Первая петля, спица заходит под нить от большого пальца и подхватывает нить от указательного. Таким образом, ниточка получается просто накинута и перекручена у основания. Далее второй способ. Завожу спицу под нить указательного пальца и подхватываю нить от большого пальца. Точно так же. И так чередую. Под нить большого пальца, подхватывая нить от указательного, и под нить указательного пальца, подхватывая нить у большого пальца. Так чередуя, мне нужно набрать необходимое количество петель. Чтобы не запутаться при наборе, я просто контролирую 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот каждая нечетная набирается от большого, каждая четная от указательного. И так я могу набирать, каждый раз себя проверить, какую петлю при подсчете мне нужно сейчас набрать. Чередуя, продолжаю набор. Последнюю петлю, чтобы закрепить, набираю классическим способом. Завожу спицу под нижнюю нить от большого пальца снизу вверх. Подхватываю нить от указательного и возвращаюсь в петлю большого пальца сверху вниз. Затягиваю последнюю петлю. Переворачиваю вязание так, чтобы спица с петлями и рабочей нитью оказалась в левой руке. Убираю в сторону край начала, пускаю рабочую нить по указательному пальцу. Теперь для того, чтобы оформить фабричный край, мне нужно провязать 2 ряда. Снимаю первую петлю. Далее петли у меня 2 видов. Одна петля отвернута от меня, другая повернута. И так они чередуются. Отвернутую петлю я буду переснимать, но рабочую нить располагаю перед работой. Обратите внимание, рабочая нить обнимает эту петлю у основания. Следующая петля, она лицевая, она повернута на меня. Ее провязываю лицевой за заднюю стенку. Далее отвернутая петля. Нить перед работой, просто снимаю ее. Лицевая за заднюю стенку. Изнаночную снимаю. Лицевая за заднюю стенку, изнаночная снимается так, что нить перед работой. Так до конца ряда. Лицевые провязываются, изнаночные снимаются. Остаются 2 петли ряда.
лицевая, и последнюю всегда провязываю изнаночной. Она кромочная. Переворачиваю вязание, снова спица с петлями и рабочей нитью в левой руке. И завершающий ряд формирования фабричного края. Провязываю его точно так же. Первую снимаю, следующая у меня изнаночная. Нить перед работой снимаю ее на правую спицу, лицевую провязываю за переднюю стенку, петли повернулись таким образом, что без перекрута нужно провязать ее за переднюю стенку. Изнаночную снимаю, лицевую за переднюю стенку. Снова изнаночная снимается, лицевая за переднюю. Снимая изнаночные, не забываю провести рабочую нить перед работой. Так вяжу до конца ряда. И последняя петля второго ряда точно так же провязывается кромочной изнаночной. Набор петель закончен. Далее вяжется изделие на ваше усмотрение. Смотрите, как здорово смотрится этот край. Он плотный, как будто двойной, прекрасно держит форму изделия, не закручивается и не идет волной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!